Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Запорожская АЭС полностью отключена от внешнего энергоснабжения. Работу АЭС поддерживают дизельные генераторы. Борис Леонидович, а что, собственно, делают дизельные генераторы на атомной АЭС? И почему она отключена от внешнего энергоснабжения? И почему ей вообще нужно внешнее энергоснабжение? Это же атомная станция. Внешнее снабжение нужно всегда, потому что в том случае, если то, что мы наблюдаем на Запорожской АЭС, реакторы находятся в режиме холодного останова, своей электроэнергии нет, и насосы должны работать. Электроэнергия должна откуда-то приходить. Если смотреть на те требования, которые предъявляла МАГАТЭ, Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций на белорусской атомной электростанции, одно из замечаний, которое белорусы сочли совершенно справедливым, то, что подача внешнего питания должна идти не с одной подстанции, а как минимум с двух. Надо даже теоретические риски предусмотреть. У нас не работают реакторы насосов, нужна электроэнергия, внешняя подача. Сломалась подстанция, получаем через вторую. Дизельные генераторы – это еще один из рубежей обороны. Остановка насосов, обеспечивающих охлаждение бассейнов выдержки, это первый шаг к радиационной катастрофе. Этого быть не должно. В штатном расписании дизельная электростанция должна обеспечивать полностью все внутреннее снабжение не менее чем 72 часа. Это норматив МАГАТЭ. Что происходит в прифронтовой зоне, каковы сейчас запасы дизельного топлива, мы узнаем приблизительно никогда. Можно гадать сколько угодно, сколько его завезли, где оно спрятано, как оно подается. Если вы заметите, несмотря на все эти сообщения о том, что прекращено внешнее питание, оборвано внешнее питание, не идет оно с Украины, ни одного комментария ни от сотрудников Запорожской атомной электростанции, ни от Росэнергоатома, ни от Росатома. Тишина полная. И находящиеся на станции сотрудники, инспекторы МАГАТЭ тоже никаких тревожных сигналов не подают, никакого аларма. Исходя из простой логики, запас там достаточный. Почему прекращено питание? Ну, здесь вот замечательная змея, кусающая себя за хвост. В силу того, что необходимо решать вопросы на линии боевого соприкосновения, выработка электроэнергии, которая обеспечивает работу украинского ВПК, время от времени ликвидируется в силу оперативной необходимости. А питание идет с противоположного берега Днепра. Нам нужно, чтобы там электроэнергия не вырабатывалась, на чем экономят украинские энергетики, тоже понятно. В том случае, если по какой-то причине генерации не хватает, первое, что отключается, оказывается Запорожская атомная электростанция. Будет ли решен этот вопрос кардинально с подачей электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию откуда-то извне? Но я думаю, что тоже зависит от того, что происходит на линии боевого соприкосновения. Есть возможность построить новую линию электропередач, или это просто невозможно в силу боевых действий? Сказать сложно. Напомню, что один раз Минэнерго наша умудрилась сделать вовремя, такое впечатление, что вот просто предусмотрели. Ситуация, которая произошла с Каховской ГЭС, которую Украина разнесла в щепки, не вызвала перебоев с обеспечением электроэнергии Херсонской области. Потому что еще осенью 2022 года две новых линии электропередач пришли из Крыма. Тогда была более-менее спокойная обстановка на линии боевого соприкосновения, и Министерство энергетики, крайне оперативно успело это сделать. Не исключено, что сейчас ситуация стала хуже, но не надо забывать, что Крым – это тоже не некая бездонная бочка, откуда можно прокидывать новые и новые линии электропередач и запитывать наши традиционные территории. Давайте их так называть, это будет правильно. Видимо, вот тот оперативный запас, который был использован для того, чтобы не было проблем в Херсонской области. Может быть, на Запорожскую атомную электростанцию по какой-то причине не хватает. Может быть, невозможно проложить линии электропередач. Там может быть все, что угодно. Комментариев мы можем ждать только от нашего Министерства энергетики и от нашего Росатома. Сообщение о том, что не поступает электроэнергия с противоположного берега Днепра, хорошо.
Мы прочитали, если Росатом не паникует, если инспекторы МАГАТЭ в набат не бьют, значит, риск минимален. Вот надо исходить из простых вещей, и не стоит забывать о том, что подобного рода сообщения будут попадаться нам постоянно. Информационную войну тоже никто не отменял, и понятно, что любые сообщения, которые могут вызвать у нас напряжение, какие-то вопросы к нашему руководству и так далее, будут сыпаться постоянно. Такое у нас время. Война идет на всех фронтах, не только там, где совсем горячо, но и на информационном поле, и естественно, экономическая война против России ведется достаточно активно. Пока отбиваемся. Правда, в некоторых отраслях уже проблемы возникли. Но мне кажется, что это больше связано даже не с всевозможными рестрикциями со стороны Евросоюза и Америки, а то, что мы пока не до конца понимаем, что экономику необходимо переводить на военный рельс. Хотя мне казалось, что достаточно наглядно. Проблема не конкретно в бывшей Украинской Советской Социалистической Республике. Мы ведем, собственно говоря, сражение со всем экономическим блоком европейским, который называется Евросоюз, со всей машиной НАТО. Понятно, что они не остановятся. Понятно, что вот те расходы, которые сейчас на ВПК мы вынуждены нести, это надолго. Это всерьез и надолго. Значит, вся остальная экономика, вспоминая старинный лозунг «фронт и тыл должны быть едины», тоже должна переходить на военный рельс. А мы пока расслаблены. А время сосредотачиваться. России надо сосредоточиться, потому что ситуация, в которую мы попали, это не пятиминутные наши многочисленные ждуны. Вот сейчас боевые действия закончатся, и снова будем строить Европу от Лиссабона до Владивостока. Кое-кто еще не расстался. Борис Леонидович, хотелось бы заметить, что уже просачивалась некоторая информация о том, что таки ведут с классических территорий к АЗС весьма такие объемные сети. Но у нас проблема только с ЗАЭС, а как-то у нас там с венгерской АЭС, как у нас там с казахстанскими проектами, которые тоже могут, пардон, под санкции-то попасть. Ну, давайте с Венгрией. Там вполне радостный министр иностранных дел и внешнеэкономических связей. Мне очень нравится формулировка, как за что отвечает Петр Сиерто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей. У него неоднократно спрашивали, как он совмещает эти два поста. Ответ был совершенно замечательный. Можно распечатать и в рамочку повесить. Венгрия страна маленькая, экономим на чем можем. Выполняет он две функции. Он доложился, что мистер Трамп снял санкции, связанные с необходимостью поставок оборудования на будущую атомную электростанцию ПАКШ-2. После чего и генеральный директор Росатома сообщил, что в обязательном порядке первый бетон либо в конце этого года, либо в начале следующего. Последние сообщения по этому поводу были, что старт будет в 2026 году, именно потому, что надо было как-то санкционные риски купировать. После того, как выяснилось, что хорошие отношения мистера Трампа с Виктором Орбаном могут быть капитализированы в совершенно материальные вещи. Заговорили о том, что, может быть, уже осенью удастся залить первый бетон. Так что здесь все в порядке. Все, что можно сказать, готовиться к началу работы предстоит не только нам, но и белорусским строительным компаниям. По крайней мере, планы о том, что специалисты, которые получили хороший опыт во время строительства белорусской атомной электростанции, будут задействованы и там. Не все господам белорусам прохлаждаться на Средиземном море, в Египте, можно где-нибудь и поближе, даже в Европе поработать. Борис Иванович, а что касается Казахстана? Потому что прошло сообщение, что якобы Казахстан предусмотрел возможности санкционного давления в случае строительства. Ну, не очень понятно, что под этой формулировкой имеется в виду, но давайте попробуем где-нибудь между строчек прочитать, что нам сообщает Казахстан по этому поводу. Победителем тендера объявлен Росатом. При этом формулировка «Росатом будет лидером консорциума, который будет строить». В тендере, напомню, участвовали 4 компании. Росатом, китайская C&C, China National Nuclear Corporation,
замечательная французская EDF и южнокорейская Korean Energy Power Corporation, КЕПКО. Очень легко запоминается. Кто может участвовать в консорциуме? Ну, прежде всего, те, кто уже имеет опыт совместной реализации каких-то проектов. Из всех перечисленных компаний самый большой опыт совместной работы у Росатома и CNNC. Начался их совместный труд в 1997 году, с момента подписания межправительственного договора о строительстве первых двух блоков атомной электростанции Тяньвань. 27 лет работают вместе. За это время на Тяньвань построено и введены в эксплуатацию уже 4 блока. Сейчас еще 4 блока строятся, и идет совместная работа по китайскому реактору на быстрых нейтронах CFR-600. Там шефская помощь со стороны Росатома практически бесконечна, потому что такого опыта, как у Росатома, ни у кого нет по быстрым по реакторам на быстрых нейтронах. У Китая работала только экспериментальная 10-мегаваттная. Действительно просто проверяли, как выглядит эта технология. Сейчас предусмотрены и поставки техники, и многие конструкционные решения от Росатома и так далее. Опыт огромный. Замечу, что 3 и 4 блоки были построены на атомной электростанции Тяньвань, были построены с опережением контрактных сроков. По-моему, в истории современной, за современный период атомной индустрии в мире это единственный случай. Везде опаздывают. Мы, Росатом и CNNC, умудрились обогнать сроки, не выпадая из сметы. С чем связано? Имевшийся опыт на строительстве первых двух блоков позволил четко разделить, кто за что отвечает. Ядерный остров, то есть сам реактор и все, что с ним связано, это Росатом, электрическая часть, турбины, роторы, статоры и прочие трансформаторы взяли на себя китайские машиностроители. Результат налицо. Смета на месте, сроки сдвинуты влево, а не вправо. И сейчас мы видим и слышим от Казахстана, что это будет консорциум. Ну, давайте попробуем догадаться, кто же в этот консорциум войдет. И для чего Казахстан, собственно говоря, это делает. Казахстан не соблазнился французским шармом и строительством в течение 15 лет. Почему-то ему это не понравилось. Казахстану, я так понимаю, не сильно понравилась ситуация, которая сложилась вокруг южнокорейской компании. Там есть претензии со стороны Вестингауза, что южнокорейские атомщики используют часть технологии Вестингауза, которые запатентованы по американскому праву. Были суды по этому поводу и так далее, и так далее. Выбор оптимален. Получим ли мы консорциум, действительно, который может работать совместно? Ну, сказать сложно, но надежда на это есть. В этом случае не будет той ситуации, которая возникла в той же Турции. Там государственный регулятор требовал французских турбин. Это тоже наша проблема. К сожалению, силовые машины в прошлом году... Что такое надежность турбины? Это машины-часы без аварии. В прошлом году на втором блоке дважды случились аварии, и, соответственно, набирать новые машины-часы безаварийные придется, ну, грубо говоря, с нуля. Мы ставим такие турбины К-1200 у себя. На Воронежской АЭС работают безукоризненно. У белорусов претензий нет. На Ленинградской атомной электростанции 2 первый блок работает безукоризненно. И вот этот внезапный срыв с К-1200 на втором блоке. С китайскими турбинами в Китае проблем не возникло. Ни на одном из блоков, которые уже введены в эксплуатацию. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. Продолжайте беречь себя. Фейковых новостей об энергетике, к сожалению, в последнее время становится все больше и больше. Не отвлекайтесь на каждое из них, их слишком много. Никаких терминов не хватит. Всем спасибо за внимание.